В очередной раз я приветствую вас. Сегодня мы возвращаемся в центральную пирамиду, но возвращаемся не просто так, а возвращаемся в нее в другом измерении. Что ожидает нас в этот раз? Ну а для тех, кто не знает, что было в прошлых сериях, советую перейти по ссылке справа, вверху, как всегда, и ознакомиться с предыдущими сериями. Итак, нас встречает небольшая информация о том, что на уровне находится всего лишь 2 золотых куба, а также 40 солнышек. И это чертовски мало для уровня основного сюжета. Ладно, посмотрим, что же будет дальше. Так, ну, в принципе, делать тут нечего, поэтому нужно как-то выбраться из канализации. Так, это выход первый, а нам нужно сюда, да? Никто там. Там кто-то есть? Но там же кто-то есть. Отодвигай. А, окей. Старая часть доспеха, сделанная так, чтобы выглядеть почти как живая. И что с ней сделать нужно? Понятно, вопрос снят. Что тут катится? А, окей. На нас, как всегда, напали, и как всегда, только нам досталось. Я заставлю тебя пожалеть о вторжении на вражескую территорию. Ты кто вообще такое, существо? Бродяга из канализации. Ты довольно опытен для врага. Ты проник на мою секретную базу, минуя мою маскировку и страшные сбои. Война за объединение, моя секретная миссия. Все кончено. Я не собираюсь быть заключенным, убейте меня. Война закончилась 500 лет назад. Что? Понятно, ты играешь со мной. Ты просто думаешь, что захваченный враг — это игрушка. Отлично, я покончу с тобой. Война закончилась 500 лет назад. А демоны и вампиры мирно живут под землей? Замолчи. Думаешь, я не вижу, что ты задумал? Ты остановишь мою секретную миссию и установишь здесь свой флаг. Хорошо, если война закончилась, потому что прошло время, как ты сказал, было бы легко найти предметы из изменившегося внешнего мира, верно? Мне не нужно много, 3 сойдет. Если ты даже этого не можешь, то перестань меня убеждать. Держи, друг. Так, насколько удивительное доказательство, которое ты принес, а? Держи доллар. Чек, выпущен центральным правительством мира демонов. Какой чек я тебе доллар отдал? Как мелко, думаешь, что я не смогу отличить фальшивую валюту? Кроме того, печать — это тяжкое преступление, даже на войне. Пожалуйста, у меня есть другие доказательства. На тебе старую газету. Первая полоса новостей. Вампиры приняли беженцев демонов. Неузнаваемое состояние печати и грубые шрифты. Я знаю, что сейчас военное время, но разве такие дрянные рекламные объявления рождают психику врага? Бля, на, сука, тебе суп подавись, короче, сдохни тут и уплыви нахер отсюда. Задолбал. Консервный суп. Срок годности истекает. Владельцы магазинов, которых я знал, клеили новые этикетки, чтобы продавать 100-летние банки. Так что это не считается доказательством. Мне не нужно видеть что-то дальше. Я был дракон, что поверил тебе хоть на секунду. И я собираюсь вернуться обратно. Да давай его просто на поверхность вытащим. Какого хера мы с ним вообще церемонимся? Какие-то, блядь, доказательства ему приносят? Просто, блядь, щитом по башке и на поверхность его. Серьезно, ну нахера с этим церемониться вечно? Зажжем всю эту херотень, нам открывается новый путь, в который мы попадаем и добываем ему самое последнее четкое доказательство. Да? Нет. Все барахло смешалось от потопа. Я не могу вести свои дела, вот так. Не мог бы ты мне помочь? Я отдам тебе свой хлам, если ты поможешь мне организовать все. Давай. Отлично, это несложно. Просто убери мусор, разбросанный вокруг, и перемести все бочки в верхнюю левую сторону. Вы просто на секунду задумайтесь, насколько абсурдно это задание. Мы не херовый такой рыцарь, с нами не херовая такая Соки, да? Мы убираем, блядь, мусор в канализации по просьбе какого-то бродяги. Помимо этого, с нами королевская особа, Присцилла, которая тоже этой херней занимается. Да какого черта вообще мы этим занимаемся? Я не понимаю, кто придумывает такие задания. Ладно, это было бы понятно еще на более мелких уровнях, да, но тут уже совершенно другая история. А мы до сих пор маемся этой херней. Уровень не тот уже. И я действительно застрял на том, как я должен организовать это. Спасибо. Что ж, я должен вознаградить и тебя, верно? Посмотрим. Я лучше заплачу тебе товаром по хорошей цене. Ах, эта медная пластина подойдет?
Памятнику третьему падшему взводу кавалерии демонов Запада. Ой, памяти павших воинов Алексея Бабанова, Мэтью Донова, Суареса, Гевина Михаила, Виктора Николи, Дмитрия. Похоже, это было частью памятного памятника. Но было очень много жертв, и их пруд-пруди, так что никакой исторической ценности они не представляют. Если ты продашь его на свалке, этого должно хватить на еду. Ну вот это нам нужно будет отдать вот этому человечку. Он скажет, что «О, там были мои собратья, я тебе верю, забирай мой желтый куб». Держи. Что это такое? Я не могу прочитать это из-за того, что она сгорела. Прочитать самим. Охерительный план. А как он нам поверит, если мы сами прочитаем? Что? Откуда ты знаешь эти имена? Хватит. Сержант, нет. Штаб-сержант Алексей. Он был так счастлив стать отцом близнецов через 2 месяца. Капрал Мэтью, он был всего лишь дерзким новичком, но его нельзя было ненавидеть. Донован, Саурус, они планировали посадить фруктовый сад после окончания войны. Михаил, он так скучал по своей собаке. Виктор, Николе, Дмитрий. Мне так жаль. Я сбежал как трус. И я обманывал себя и жалко держался. Я сбежал с финальной битвы и спрятался здесь. В тот день. Секретная база с секретной миссией. Наверное, я хотел убежать от себя. Я побежал, и следующее, что я знаю, прошло 500 лет. Но искренне благодарю. Ты закончил мою войну. Теперь ты можешь утопиться, да? Все будет казаться странным, но мне нужно кое-что сделать снаружи. Я собираюсь найти, где изначально была эта табличка, и почтить память товарищей. Как это банально. Правильно, я должен выразить свою благодарность. Я использовал это как ночник, но он мне больше не понадобится. Ну, счастливо оставаться. Блин, как же это чертовски банально. Ну почему нельзя придумать новых квестов, каких-нибудь интересных? Две текучие загадочных меха, доносится запах чего-то маринованного из соли. Ну там скорее маринованные кактусы. Внутри слышен слабый царапающий звук. Из небольшой щели видны нога амфибии. Понятно. Вот такой вопрос. А если ты использовал ночник, как ночник, мой желтый куб, на какой хер тебе факел тут нужен, а? Ладно, уходим из этого подземелья, тут же больше ничего нету. Нет, вот тут есть проход еще, и, скорее всего, нам нужно туда вернуться, да. Забираем факел с собой, потому что, возможно, он нам пригодится, а возможно, нет, я черт его знаю. В любом случае заберем. Короче, в то место нужно будет сверху заходить, поэтому поднимаемся на поверхность. Секунду. Тут есть еще один выход на поверхность. Вот тут он находится, да. Поэтому давайте сначала сюда сгоняем. И мы попадаем на улицы Демоншира. Как всегда. Так, это вход в здание, я пока туда не собираюсь. Папочка, там наверху супергигантское солнце, которое тебя расхуярит в скором времени. Ха-ха-ха. Шучу. На самом деле в этом мире оно, по сути, не должно его расхерачить. Это в другом мире, там да. Понятно. Значит, нам в любом случае нужно в здание заходить. Головоломка или что тут? Да, как всегда. Ну окей, хорошо. Да зачем ты сдвинул это? Подвинь обратно. Разбиваем все эти ящики. Тут кнопочки, стандартненько. Ну а теперь задвигаем. Вот тоже, блядь, в чем логика? Камни лежали на кнопках. Мы их разбили, чтобы, сука, подвинуть новые камни. Это просто гениально. По-другому не сказать. Ай, ладно. Угу. А тут, кстати, вот тут, да. Тогда мы тебя двигаем сюда. Угу. А тут ни хрена не получится так. Да, все, я косякнул, я понял, как нужно сделать. Нужно сделать так. Потом это сюда. Потом тебя задвигаем в левую сторону. И сразу нажимаем 2 кнопочки. Ну, я надеюсь, мы найдем это место. Все, забираем. Угу. Выкинь. Так, на кнопку попал. Ну и давайте на вторую нажмем. Что-нибудь произошло? Ничего. А, нет, ошибся. Кое-что произошло. Хорошо. Теперь мы, значит, делаем... Как мы делаем? Мы нажимаем на зеленую кнопку. И задвигаем. И у нас должно открыться это место, да.
Забираем факел с собой. Возможно, пригодится, возможно, нет. Нет. И попадаем, забираем второй желтый куб. Великолепно. Все, что нам осталось, это собрать 28 солнышек. И они находятся где-то с правой стороны. Как туда попасть? Загадка века. Кстати, вот, пожалуйста, спуск в это место, где мы не были. В принципе, мы все собрали, поэтому с людьми нет смысла больше вести диалоги. Они больше не хотят с нами разговаривать, поэтому просто проходим мимо них. А ничего ценного они рассказать нам тоже не могут, к сожалению. Ты же можешь что-нибудь сказать? Нет, не можешь. Вы кто такие? Неплохие подзрывы тюрьмы. А, понятно, это беглые эти человечки. Все, поджигаем эти факела, у нас открывается. Ни хера у нас не открывается. Почему? Кто его знает? Угу. А как мне тогда попасть вот в это место? Не подскажете? Это во-первых. А во-вторых, а нужно ли нам вообще туда, в принципе, попадать? Черт его знает. Поднимаемся наверх. Сразу поднимаем 2 солнца. Люди. Все, последние 2 солнца собраны, и мы можем уходить отсюда. Наконец-таки. Давайте перестанем шататься и направимся прямо на верхний этаж. Как много ты знаешь? Я знаю до хера всего. Что именно тебе интересно? Ты внезапно появился и спас меня, и как будто уже знаешь, что я должна сделать. Кто вы на самом деле, ребята? Я великий и охерительный стражник. Склонись передо мной, Присцилла. Стражник? Неважно, кто мы. У меня есть просто дела на верхнем этаже. Почему? Сначала я хотел помешать твоему безумному отцу. Но я почувствовал сильное волнение временного пространства на верхнем этаже, когда я впервые попал сюда. Поэтому я с самого начала проверила нестабильную временную шкалу и выдвинула сотни гипотез. Мне нужно проверить, какая из них верная. Хорошо, я ничего не поняла из того, что ты сказала. Но единственный способ подняться на верхний этаж — подняться вместе на лифте. Подожди. Мы не можем подняться на обычном лифте из-за королевской гвардии. Что? Мы знаем стратегию, поэтому просто следуй за нами. Мы берем груз и притворяемся доставщиками. Зачем? Итак, вы пришли сюда, мисс Присцилла. Валенсия. И граф приказал привести вас к нему. Зачем ты высовываешься? Это неправильный порядок, неправильно. Ты должна появиться у грузового лифта. Эта часть определенно была повторяющимся партнером. Откуда взялась Валенсия? Какая суета. Я чувствую довольно мощную ауру, но ты мне не равня. Я самая сильная мечница в Демоншире, и граф доверяет мне больше всех. Количество провальных мною миссий равно 0. Ага, мечтай. Магнитон бластер вынесет ее одним ударом. Довольно пустых слов. Долг Валенсии следовать приказам отца. Завалим ее. Здорово тебя снова видеть. Вы встречались с Валенсией раньше? Я никогда не видела такого глупого выражения лица раньше. Отойди от мисс Присциллы, чужак. А если мы не хотим? Я устраню вас за то, что вы встали у меня на пути. Ну и где твой хваленый магнитон бластер, который вынесет ее с одного выстрела? А? Сохи, блядь. Какого хрена, вот я за тебя должен делать всю работу? Ты хвалила своим бластером, давай, выноси ее, чё ты? Присцилла вообще с ней не сражается. Бесполезное создание. Нет, все-таки она бьет. Она просто ушла в угол и ждала, пока Валенсия сама к ней подойдет. Какой искусственный интеллект стал херовый? Нет смысла бороться, мисс Присцилла. Ты загнал в угол, но продолжаешь блефовать. Какая неожиданность. Мы полностью окружены. У нас нет выбора, кроме как прорваться. Давай вырывайся уже, а. Что за? Капитан Валенсия. Бежим. Ну, побежали. Схватить их. За ними, нельзя их упустить. Забавно. Треть жизни ученого сокращается от бега. Мы потеряли их, верно? Мы оторвались от них.
Я не думал, что грубая горилла выпрямит вперед головой. Это подходит для среднего босса. Я думал об этом ранее. Вы, ребята, знаете будущее? Конечно, нет. Не жди, что горилла что-то знает. Мы повторяем один и тот же день, поэтому все, что мы знаем, это то, что произошло сегодня. События разные, поэтому данные бессмысленны. Они разные? Враги, появившиеся в лифте, появляются еще до того, как мы вошли. Нам нужно восстановить данные, неизвестно, что будет дальше. Моя обязанность — выполнять поручения графа. Я никогда не проигрываю. Ты уже проиграла несколько раз. Ты такая настойчивая. Вот знаете, кого мне напоминает вот эта Валенсия? Да пошла ты в пень, напоминает Эрину и Лапис. Такая коллаборация между этими двумя персонажами. Ну потому что атаки прям один в один. Ладно, все, она погибает. Уф. Никогда не проигрывает, точно. Вы выиграли в Валенсии. Вы, ребята, могли сразиться с моим отцом. Я его одной левую делаю. Мисс Присцилла, я никогда не позволю пройти вам здесь. Какого черта ты разломала этот лифт? Тебя не учили не прыгать в лифте? Я не хотела. Ты глупая горилла. Я думал, что нам конец. Те ребята, что гнались за нами, больше нас не побеспокоят. Но проблема в том, что без лифта нам на верхний этаж не добраться. Почему же без лифта нам не добраться до верхнего этажа? Если мы сейчас ехали на грузовом лифте, а там есть еще обыкновенный лифт, в который мы никогда ни разу не попали. Почему бы нам просто не вернуться и не подняться на этом лифте? Какого черта? Ой, подумаем об этом, когда взремнем. Списочка. Данные образца крови демона вставлена в соответствии с протоколом безопасности для перемещения лаборатории. Окей. Зачем мне нужна была эта информация? Хрен его знает. Я почему вот тут демоница, да? Кто ребята? Как вы сюда попали? Тебя это не колышет. Просто отвечай на наши вопросы. Лифт взорвался? При подъеме на верхний этаж? Не похоже, чтобы они пришли сюда, зная дорогу. Меня поймали? Поймали? Неважно. Какое совпадение? Встретиться здесь после падения лифта. Не лги мне. Хорошо, я скажу вам правду, пожалуйста. Простите меня, не прощу. Я включил аварийный генератор энергии, чтобы найти старые данные из лаборатории искусственного солнца. Но включилась охранная система и, видимо, вызвал сбой. Это правда, я не хотела, чтобы произошел взрыв и пострадали люди. Не думаю, что он врет. Лаборатория искусственного солнца? Так это исследовательский центр? Мы закрыли это место и приехали в более просторную локацию. Но я пришла сюда по приказу восстановить старые данные. Если это место исследовательская лаборатория, то должен быть путь на верхний этаж, где находится искусственное солнце, да? Так и есть, но это может быть опасно, так как система безопасности работает со сбоями. Мы должны попасть на верхний этаж. Ладно. Лифт взорвался по моей вине, так что я покажу вам дорогу на верхний этаж. Да, вон еще одна записочка лежит. Этот путь на верхний этаж. Остерегайте системы безопасности. Да, как скажешь. Пойдем с нами вообще, в принципе. Будь моим символом. Данные мутации демона. Угу, понятно. Все перемещено в лабораторию. Разбиваем камни. Зачем? Хер его знает. Ну, пускай будет. Тихо. Ладно, нас уже пришибли, поэтому плевать. Спокойно. Так, бомбы. Такое же испытание в гребаной башне Хевенхолда. И теперь нас просят повторить это же. Ох, как меня это раздражает. В принципе, это испытание раздражает, оно просто жуткое. А с учетом того, что у нас нет хила в команде, тут нечему подхиливаться, выкинем бочку. Да, блин. Аккуратно возьми, пойдем. Идем аккуратненько. Сюда не застревай. Выкинь. Нет. Да выкинь. Да, блядь, какого хера ты поджигаешься? Я вообще стою в противоположной стороне от огня. Спасибо. Так, разбиваем вазы, подхиливаемся. Зачем? Черт его знает. Возможно, мы тут еще проиграем.
Может быть, а может быть нет. А может быть мы уже закончим этот уровень. Думаю, что по лестнице было бы лучше, чтобы... Что не так с этими ловушками? Согласно исследователю, это почти верхний этаж. Я должна сама помешать планам отца. Ай, давайте вместе остановим графа. Потому что сама ты ни хрена не сделаешь. Да. Больше некуда бежать. Почему некуда? Путь есть. Вернуться к Лилит. Телепортируемся. И нас снова встречает отец этой присылочки. Верно? Неверно. Смотрите, это искусственное солнце. Да ладно. Это цвет, это энергия. Разве не потрясающе? Если оно взорвется, погибнут тысячи. Их легко убрать. Тысячи, а может быть миллионы. Сверхпроводящий токамак не разрешает его, чтобы поддерживать уровень энергии, пытаясь взорваться. Что-то подобное после того, как его сделали. Какое невежество. Спасибо тебе, рыцарь, благодаря тебе я добралась до сюда. И что ты сделаешь? Как ты опять оказался здесь? Обменяй батарейку на вашу дочь. Это прекрасное предложение, но... Однажды я ему сказал, что я пришел за его дочерью, поэтому я на этот раз не проиграю тебе. Хотя я и в прошлый раз не проиграл. Не смеши меня. Я сказал, ты ничего не сможешь сделать. Те, кто стоит у меня на пути, остановитесь, отец. Твой план провалился. Мы остановим тебя. И ты замешана в этом, Присцилла. Смешно. Что смешного? Большая горилла. Я говорю вам сейчас, если вы покажете хоть малейший признак того, что собираетесь взорвать это солнце, я думаю, что сможешь что-то сделать с этими невежественными чужаками. В этот раз ты снова в проигравших. Присцилла. Снова? В этот раз? Тебе это не остановить. Опять взрывается солнце, опять мы смотрим эту заставку, и опять все разносится в хлам. И опять все разносится в щепки. И опять мы на 24 часа откатываемся назад. Ну, блин, это не откат назад, потому что, блин, там совершенно все разное. Вот абсолютно все разное. Единственное, только локации, да, одинаковые, но во всем остальном абсолютно все другое. Расположение людей, сами люди, их взаимодействие совсем. То есть абсолютно все другое. Банально люди стоят не там, где они стояли раньше. Начинали отсюда. Продолжили здесь. И теперь мы оказываемся здесь. И нам предлагают все проходить с самого начала. Я ненавижу этот мир. Продолжим в следующей серии. До встречи.